Мне регулярно пишут с вопросом: Алексей, а в СССР был социализм, капитализм или какой-нибудь еще изм? Я обычно отвечаю в одесском стиле. Скажите сперва, что вы понимаете под социализмом? В этом ролике я хотел бы напомнить, как в период до начала гражданской войны социализм представлял Ленин. Спойлер, это мало похоже на известный нам СССР. Но обо всем по порядку. Дело облыжно представляют так, будто кто-то хочет ввести социализм в России одним указом, не считаясь ни с уровнем техники, ни с обилием мелких предприятий, ни с привычками и волей большинства населения. Так писал Ленин летом 1917 года, еще и еще раз разъясняя, что переход к социализму – длительный процесс, конкретные формы которого можно будет определить, только начав движение в эту сторону. Но нам, живущим через 100 лет, интересна не только политическая тактика, разработанная для совершенно других условий, но и конечная цель. Хотя 9 десятых текстов Ленина посвящены как раз тактике, тогдашнему моменту, все же из них можно составить образ будущего, к которому большевики хотели приблизить российское общество. В «Государстве и революции» Ленин писал об отмирании политической функции государства после победы революции и после подавления сопротивления эксплуататоров. Государство отмирает как аппарат политического принуждения, но сохраняется как центр координации действий. Все слышали, что для социализма необходима ликвидация частной собственности на средства производства. Но Ленин говорит об этом процессе более определенно. Ну а если пролетариат и беднейшее крестьянство возьмут в руки государственную власть, организуются вполне свободно по коммунам и объединят действия всех коммун в ударах капиталу, в разрушении сопротивления капиталистов, в передаче частной собственности на железные дороги, фабрики, землю и прочее всей нации, всему обществу, разве это не будет централизм? Разве это не будет самый последовательный демократический централизм, и притом пролетарский централизм? Итак, пролетариат и беднейшее крестьянство организуются в коммуны, а то, что осталось от государства, объединяет действия всех коммун. Коммуны подавляют капиталистов. Коммуны передают частную собственность всему обществу. Что же это за коммуны? Ленин со ссылкой на Энгельса указывает, что больше всего свободы на местах предоставляет централистская, мы бы сейчас сказали унитарная, а не федеративная республика. При условии отстаивания коммунами и областями единства государства все местные вопросы должны решаться на местах, без вмешательства центральной власти и без засилия бюрократов. То есть общество представляет собой сеть коллективов, которые решают сами все вопросы, которые могут решать сами. А государство существует для координации их усилий в тех случаях, когда нужны согласованные действия нескольких коммун. Многие опять-таки слышали, что при социализме уже нет эксплуатации человека человеком, так как нет частной собственности на средства производства, поэтому нет ни трудовых доходов, поэтому каждый, способный трудиться, вознаграждается по труду. А чтобы никто не жульничал, пока изобилие еще не наступило, социалисты требуют строжайшего контроля со стороны общества и со стороны государства над мерой труда и мерой потребления. Как это должно быть организовано? Ленин требует превращения всех граждан в работников и служащих одного крупного синдиката, именно всего государства, и полное подчинение всей работы всего этого синдиката государству действительно демократическому, государству советов рабочих и солдатских депутатов. Участвовать в управлении государством должны все граждане поголовно, от чего государство в привычном смысле исчезает, так как больше нет специальных людей, выполняющих чисто чиновничьи функции. Например, армия и полиция заменяются вооруженными рабочими, а потом поголовным участием народа в милиции. Интересно, что если все участвуют в милиции, то исполнение наказаний – это, по сути, немедленный самосуд. Капиталисты и чиновники
заменяются в деле контроля за производством и распределением, в деле учета труда и продуктов вооруженными рабочими, поголовно вооруженным народом. Ленин продолжает. Учет и контроль – это главное, что требуется для наложения, для правильного функционирования первой фазы коммунистического общества. Все граждане превращаются здесь в служащих по найму у государства, каковым являются вооруженные рабочие. Все граждане становятся служащими и рабочими одного всенародного государственного синдиката. Все дело в том, чтобы они работали поровну, правильно соблюдая меру работы, и получали поровну. Когда большинство народа начнет производить самостоятельно и повсеместно такой учет, такой контроль за капиталистами, превращенными теперь в служащих, и за господами-интеллигентиками, сохранившими капиталистические замашки, тогда этот контроль станет действительно универсальным, всеобщим, всенародным. Тогда от него нельзя будет никак уклониться, некуда будет деться. Все общество будет одной конторой и одной фабрикой с равенством труда и равенством платы. С того момента, когда все члены общества, или хотя бы громадное большинство их, сами научились управлять государством, сами взяли это дело в свои руки, наладили контроль за ничтожным меньшинством капиталистов, за господчиками, желающими сохранить капиталистические замашки, за рабочими, глубоко развращенными капитализмом, с этого момента начинает исчезать надобность во всяком управлении вообще. Ибо когда все научатся управлять и будут на самом деле управлять самостоятельно общественным производством, необходимость соблюдать несложные, основные правила всякого человеческого общежития очень скоро станет привычкой. Как именно наладить учет и контроль? Ленин поясняет в статье «Грозящая катастрофа и как с ней бороться». Надо объединить все банки в один, так как банковские записи уже дают хорошее понимание происходящего в организациях. В статье «Удержат ли большевики государственную власть?» он развивает эту мысль. Единый, крупнейший из крупнейших государственный банк с отделениями в каждой волости, при каждой фабрике – это уже 9 десятых социалистического аппарата. Это общегосударственное счетоводство, общегосударственный учет производства и распределения продуктов. Это, так сказать, нечто вроде скелета социалистического общества. Ленин указывает, что надо национализировать синдикаты, то есть отраслевые объединения капиталистов, а рабочим за контроль и рост производства платить долю прибыли. Чиновникам, наоборот, надо платить не больше заработка квалифицированного рабочего, сделать их избираемыми, сменяемыми и подотчетными. Консультантам, обладающим специальными знаниями, можно платить больше, но они должны только предлагать варианты действий избираемым должностным лицам, чтобы их особые знания не превращались в привилегию. В грозящей катастрофе возникает известное определение социализма. Социализм есть не что иное, как государственно-капиталистическая монополия, обращенная на пользу всего народа и постольку переставшая быть капиталистической монополией. Итак, единый банк и единая фабрика. Но пока не ясно, как конкретно трудящиеся участвуют в управлении, и как отдельные цеха этой единой фабрики взаимодействуют друг с другом. Через месяц после революции был создан Высший совет народного хозяйства, как орган для выработки общих норм и плана регулирования экономической жизни страны. Все учреждения, осуществляющие регулирование хозяйства, подчинялись ВСНХ. И первоначально ВСНХ задумывался не как орган партийного диктата, а как медиатор, организатор согласованной деятельности Советов народного хозяйства, которые должны были стать основными хозяйственными органами на определенной территории. Это выражалось в том числе в порядке утверждения Президиума ВСНХ. Президиум ВСНХ избирался съездом совнархозов по предложенному профсоюзами списку, а уже затем утверждался Всероссийским Центральным исполнительным комитетом, получая тем самым права и функции государственной власти. Выступая на первом съезде совнархозов в мае 1918 года, Ленин говорил, что по мере того, как трудящиеся научатся сами организовывать социалистическое производство, чисто управленческий аппарат, представленный служащими государственных учреждений, будет отмирать за ненадобностью и рано или поздно вовсе исчезнет, а сохранится один только ВСНХ с сетью местных совнархозов.
Первоначально проект ВСНХ вообще не предполагал других хозяйственных наркоматов. ВСНХ должен был состоять из 4 отделов: экономической политики, труда и производства, кооперации обмена и рабочего контроля, и быть единым и единственным хозяйственным центром. На практике развитие хозяйственных органов пошло в противоположную сторону все большего дробления и все большей специализации. В декабре 1917 года Ленин готовит проект декрета о потребительских коммунах. Ячейкой будущего общества должны были стать потребительно-производительные союзы, играющие роль и комитетов снабжения, и органов сбыта. В деревне союз включал бы одну волость, в городах ячейкой были бы кварталы или части улиц. Все граждане государства должны принадлежать к местному потребительному обществу. Каждое потребительное общество ведает, кроме закупки и распределения продуктов, делом сбыта продукции собственного производства. Через свое потребительное общество каждый волен приобретать любые продукты. Продукты, которые предназначаются для сбыта, обязательно сдаются в местный комитет снабжения по вольным ценам, за исключением тех случаев, когда устанавливаются твердые государственные цены. Каждый такой союз или комитет, или совет, или снабсбытком делился бы на секции или отделы по производствам сбыта и по видам продуктов снабжения для общего регулирования производства и потребления. Отдел финансирования или доходов и расходов в деньгах должен быть при каждом снабсбыткоме. При допущении права подоходного обложения и кредитования без процента неимущих, а равно всеобщей трудовой повинности, это могла бы быть ячейка социалистического общества. Волосные банки должны бы быть соединены тогда с государственными сберегательными кассами, превращаясь в общегосударственную бухгалтерию, в сумму приходно-расходных книг государства. Перевозка продуктов, а равно купле-продажа, допускались бы тогда только от одного снабсбыткома к другому, при запрещении всякого индивидуального сбыта. Из представителей местных снабсбыткомов выбирались бы уездные снабсбыткомы. Из них представители губернских и районных, а уже из них выбирался бы ВСНХ. Все комитеты снабжения действуют под контролем и по указанию местных советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Снабсбыткомы на местах выполняли бы функции всех хозяйственных наркоматов: земледелия, торговли и промышленности, труда, продовольствия, финансов, путей сообщения. Объединение этих комитетов дало бы сеть, способную правильно организовать снабжение всего населения всем необходимым, организовать производство в общегосударственном масштабе. В очередных задачах советской власти в апреле 1918 года Ленин пишет: Социалистическое государство может возникнуть лишь как сеть производительно-потребительских коммун, добросовестно учитывающих свое производство и потребление. Каждая фабрика, каждая деревня является производительно-потребительской коммунной, имеющей право и обязанной по-своему решать проблему учета производства и распределения продуктов. Социализм представляет собой ассоциацию трудовых коллективов. Но поскольку для наилучшей организованности требуется согласованная работа десятков тысяч людей, неизбежно их беспрекословное подчинение единой воле для успеха процессов работы, организованной по типу крупной машинной индустрии, подчинение воли тысяч воле одного. Это подчинение может при идеальной сознательности и дисциплинированности участников общей работы напоминать больше мягкое руководство дирижера. Оно может принимать резкие формы диктаторства, если нет идеальной дисциплинированности и сознательности. С одной стороны, только то строительство может заслужить название социалистического, которое будет производиться по крупному общему плану, стремясь равномерно использовать экономические и хозяйственные ценности. С другой, советская власть отнюдь не намерена умалять значение местной власти и убивать ее самостоятельность и инициативу. Это из выступления Ленина 30 июня 1918 года. Примирить дисциплину и демократизм Ленин рассчитывал тем же принципом демократического централизма, который стоял у основы партийного строительства. Самое широкое обсуждение во время принятия решений, но беспрекословное выполнение всеми уже принятых решений. Строиться новая сеть коммун должна была на базе уже довольно развитой в России потребительской кооперации.
Потребительская кооперация возникла в XIX веке как ответ на нежелание частных торговцев связываться с деревней. Расстояния большие, народу мало, покупательная способность у сельских жителей низкая. В стремлении все-таки обеспечить себя промышленными товарами, крестьяне стали объединяться в потребительские общества, которые уже могли формировать достаточно крупные заказы, чтобы заинтересовать оптовых продавцов или непосредственно производителей. В обратную сторону, то есть из села в город, по тем же каналам потребительской кооперации сбывались продукты сельского хозяйства. Крестьяне объединялись в кооперативы, чтобы через них коллективно продавать хлеб, масло, мясо и другие излишки своего хозяйства. И на вырученные деньги сразу покупать нужные промышленные товары. При социализме все общество должно было быть организовано в сеть кооперативов, которые бы коллективно продавали свою продукцию и организованно закупали у других коммун все необходимое для своих членов. Идеи Ленина об объединении всего населения в производственно-потребительские коммуны начали реализовываться декретом Совнаркома от 11 апреля 1918 года о потребительских кооперативных организациях. Опубликованный декрет был компромиссом, о чем с сожалением писал Ленин в тех же основных задачах советской власти. Компромисс держался год. 16 марта 1919 года выходит декрет Совнаркома о потребительских коммунах, по которому все население включается в коммуны по территориальному признаку, а правлению этих коммун передается выполнение государственных планов распределения продуктов питания и предметов первой необходимости между отдельными потребительскими коммунами. Правда, реалии гражданской войны уже внесли свои коррективы. Коммуны возникали не столько как ячейки хозяйственной жизни и местного самоуправления, сколько как сеть снабжения населения товарами первой необходимости. Учитывая, что почти все ресурсы шли в военную промышленность и на снабжение армии, неудивительно, что нормальное снабжение наладить так и не удалось. Также мало что осталось от местного самоуправления. Национализированные заводы получали из центра ресурсы и производственную программу и сдавали всю свою продукцию обратно в центр для централизованного же распределения. Перебои со снабжением вызвали недовольство, недовольство вызвало НЭП. Размышляя о том, почему не получилось сразу перейти к социализму, Ленин отвечает на этот вопрос: не хватило культуры. Никто не мог предвидеть того, что пролетариат достигнет власти в стране из наименее развитых и попытается сначала организовать крупное производство и распределение для крестьян, а потом, когда по условиям культурным не осилит этой задачи, привлечет к делу капитализм. Годы и годы должны пройти, чтобы мы добились улучшения нашего государственного аппарата, подъема его не в смысле отдельных лиц, а в полном его объеме на высшие ступени культуры. Если для создания социализма требуется определенный уровень культуры, хотя никто не может сказать, каков этот определенный уровень культуры, то почему нам нельзя начать сначала с завоевания революционным путем предпосылок для этого определенного уровня, а потом уже на основе рабочей крестьянской власти и советского строя двинуться догонять другие народы? Культура у Ленина очень емкое слово, понимаемое прежде всего как культура вести дела, культура делового общения, культура организационная, самодисциплина, способность подчинить личные амбиции и личные симпатии и антипатии пользе дела. Та же мысль стоит в центре его знаменитой статьи о кооперации. Если крестьяне объединятся в кооперативы, то это объединение уже поднимет их деловую культуру на следующий уровень по сравнению с единоличным хозяйствованием. Отсюда возникает новое, но по сути прежнее определение социализма. Если в 1918 году это была сеть производственно-потребительских коммун, ассоциация трудовых коллективов, то в 1923 году это строй цивилизованных кооператоров. Подытожим. Социализм по Ленину – это сеть производственно-потребительских коммун, в которых состоит все население. Снабженческо-сбытовые комитеты коммун, снабсбыткомы, учитывают потребности членов коммуны и их трудовой вклад и организуют закупки необходимых им товаров у других коммун. Внутри коммун всякая торговля запрещена, то есть организован продуктообмен местными продуктами и услугами. Коммуны
объединены единой банковской системой, через которую учитывается все произведенное коммунами. Эта информация становится доступной для других коммун и для центральных органов. Сами эти центральные органы регулируют только вопросы, требующие совместных действий нескольких коммун при максимальном развитии местного самоуправления. В центре есть только одно хозяйственное ведомство – Высший совет народного хозяйства. Все члены избираются от снабсбыткомов так же, как Всероссийский съезд советов избирается из представителей местных советов. Коммуны работают по общему плану, которому обязаны подчиняться. Но сам этот план составляется на принципах демократического централизма. В контроле качества работы фабрик и правильности вознаграждения участвует все общество и любой желающий. Зарплаты с фиксированными ставками нет. Рабочие вознаграждаются пропорционально трудовому вкладу и получают долю прибыли предприятий. Все должностные лица являются выборными, подотчетными, сменяемыми и получают не больше заработка квалифицированного рабочего. Думаю, из этого описания уже видно, что общество в реальном СССР, даже после того, как в 1959 году на 21-м съезде КПСС было объявлено, что социализм в стране победил полностью и окончательно, довольно сильно отличалось от ленинских представлений. Когда через 2 года, в 1961 году, на 22-м съезде КПСС была принята третья программа партии, где было заявлено, что к 1980 году в СССР будет в основном построено коммунистическое общество. Вопрос, а что это будет за общество, авторы программы вообще обошли молчанием. Это молчание дало простор для фантазии публицистов, которые выпустили россыпь книг о жизни при коммунизме. Среди них выделяется книга Станислава Густовича Струмилина «Наш мир через 20 лет», который, конечно, знал ленинские идеи и попробовал пофантазировать о бытовых коммунах с общественным воспитанием детей и общественным питанием. Но о необходимости преобразовать все общество в сеть самоуправляющихся коммун, внутри которых не будет товарно-денежных отношений, Струмилин, конечно, уже не напоминал. Предвижу неудовольствие зрителей. Вопрос, был ли в СССР социализм, мне задают не чтоб послушать лекцию по истории, а чтоб я сказал читателям, любите мы СССР или нет. Как будто если сказать, что в СССР социализм не построили, то все ценное из опыта Советского Союза перестанет быть ценным. Я закончу картинкой, которая показывает, как Октябрьская революция повлияла на продолжительность рабочего дня во всем мире. Видно, как резко снижается продолжительность рабочего дня сразу после 1917 года. Сам факт появления рабочего государства улучшил жизнь трудящихся во всех странах. Советский Союз заставил весь мир двигаться к большему равноправию женщин, большему равноправию национальностей и наций. Все варианты государства всеобщего благосостояния были ответом на советский вызов. Да, Америка первой высадилась на Луну, но это Советский Союз заставил американцев потратить столько денег на лунную гонку. Третья программа КПСС не обещала коммунизм в классическом понимании, но она обещала бесплатные обеды, бесплатный транспорт, бесплатные коммунальные услуги и 6-часовой рабочий день. И это сверх уже достигнутого к тому времени бесплатного образования, здравоохранения и бесплатных квартир. Поэтому я бы предложил зрителям не клеить ярлыки, какой изм был в Советском Союзе, и не ориентироваться слепо при создании образов будущего на заметки Ленина. Я бы предложил выработать не лозунговое, а комплексное представление о прошлом, выделить то прогрессивное, что было в СССР, и то актуальное, что есть в текстах Ленина, и с этим багажом двигаться дальше. Эта страница истории уже закрыта, но мы можем открыть новую.